более дисциплинированы. Потому что они поняли, что чтобы команда работала вместе, им нужна дисциплина. Потому что каждый есть своя индивидуальность, каждый есть свои гениальности. Ну, как синхронизировать эту гениальность? Как делать так, чтобы все это гениальности работают вместе, работают в пользу этого цели? Нам надо дисциплина. Почему? Потому что нам надо правила, и под это правило подстраивать. Единственный способ подстраивать под правила – это и есть дисциплина. Но дисциплина – это ничего больше, чем делать то, что нужно делать в этот момент, несмотря на то, что ты хочешь или нет. Очень много читаю по поводу, что важнее, мотивация или дисциплина. Всегда дисциплина. Мотивация, она существует на поверхности. Но дисциплина нам может тебе дать мотивацию. Но, к сожалению, люди видят дисциплину так. Когда я говорю, ребят, давай будем дисциплинированы. Как люди видят дисциплину? Рамка, ограничения, забор, границу. И больше не могу, короче, мои слова закончить. Но клетка очень хорошо покажет, как люди видят дисциплину. Когда я в любой компании, где я работаю, в любой команде, где я работаю, всегда, когда я говорю, что самые важные качества человека для меня – это дисциплина. Да, шокирует. Но вообще люди же не роботы. Первое, того, что люди не роботы. Но скоро робот будет как люди. Да? И IT, и над этой работой. И над этой работой, чтобы работать только для нас, не правда? Никому не говори, но где-то с этой машиной скоро только мы будем работать, все остальные будем просто роботы. Ну да, мы не робот. Но мы лучший робот. Потому что у нас есть воля. И поэтому я вижу дисциплину так. Дисциплина для меня это такой сверхспособность человека. Чем лучше, чем больше дисциплинирован ты, лучше ты супергерой. Да? Это отделяет всех другой. Потому что все делают то, что хотят, когда хотят. Но мало тех, которые делают то, что не хотят, потому что нужно достичь людям цель. Конечно, говорить легко, и все, наверное, думают себя, я тоже дисциплинирован. У меня было в жизни много случаев таких, когда мне было нужно делать то, что надо было делать. Вы не поверите, но у меня было много случаев в жизни, когда я хотел посадиться на самолет и ехать обратно в Бразилию. Потому что все стало очень тяжело. Я приехал сюда 12 лет назад, всего лишь как консультант, ничего не знал по России, ничего не слышал никогда по-русски, ни одного слова, думал, что здравствуйте, это слово, которое я никогда не буду говорить. Но мне надо было держать дисциплину. Мне надо было делать то, что я не хочу делать. На улице холодно, минус 35. Понимаете? Для меня это просто с ума сойти. Как здесь люди живут? Я думал в это время. Потом я влюблялся в этом погоду. Нашел в ним что-то. Но я не умел трамвай. Я не был такси. Я не приехал как экспат. Хорошие условия. Такси меня забрали. Я не умел в автобус садиться. А я езжу 25 минут пешком от метро. Был трамвай, был автобус, был. Мне не надо было ехать на работу. Я только знал, как на метро. То есть каждый день. В 6 утра. 25 минут пешком. Как погода. Каждый день, каждый секунду, я думаю, сейчас я приеду, поменяю себе билет. Я таю в Бразилию и забудь, что это когда-то произошло.
Но нет. Сколько возможностей, я вижу, что есть построить. Как и здесь было нужно развиваться IT в этот момент. Я был консультант САП, я видел огромное поле для развития САП. Я всегда любил вкладывать, я уже говорю всем, что я люблю изменить мир, и мир изменится по кусочку. А я вижу много кусочков, которые я могу изменить. И пришлось через себя это все делать. Потом я познакомился с тортиком вашим. Начал кушать одну тортик в день. Готовить уже не хотел, даже если я люблю готовить. Только торт. Поправился за год 30 килограмм. Так я познакомился с Сарой, например, когда начал работать в предыдущей компании. И не мог никак. И курил, и в туалет сел. И вот, ну, зачем мне похудеть? Я ребенок есть, работа хорошо, мозг так работает. Как же бросать курить? Везде за эту страна все курят. В это время еще мог бы курить везде. Ну как же могу? Еще раз пришло подключить дисциплину. Потому что мне будет другой цели. Потому что мне будет цели достичь больше, построить. Мне будет цели заниматься своей страстью. И все это мешало мне. Моя страсть отойти, это построить. И чувствовал себя физически устал больше, чем надо. Мог меньше работать. Все время мне надо было ходить курить. И каждый раз я хуже себя чувствую. Ну, это не моей воли. Просто это дисциплина. Это каждый день. Иногда я спрашиваю, Фабрис, ты каждый день на спорт ходишь с утра на полутра? Да. А когда ты в отпуск, ты не скучаешь, что нет? Почему? Потому что не делаю просто ради любови. Я не встаю в 5 утра, улыбаюсь, вот как хорошо, что я в 5 утра встал. Особенно, когда весь ночь не спал по системной работе. Инцидент у нас. Это потому что тебе надо создать себе привычки, тебе надо создать ритм. Потому что это поможет тебе жить, а не выжить. Это поможет прийти в офис и работать лучше. Ну, я приеду в офис. Что у меня в офисе есть? В офисе есть правила. В любой офис, в любое место, где я работал, проект есть правила. Какие правила? Срок выполнения – это правило. Да. Доступность системы SLA – это правило. Уважать своих коллег рядом, которые сидит и работает. Это здесь тоже правила жизни. Ну, это не все легко. Потому что мы очень занимаемся себя. И это хорошо. Но когда, к сожалению, мы, которые здесь, мы решили, что мы не будем жить в пещере один. Или к счастью, в моем случае. Решили, что мы будем работать в большой компании, что мы будем достичь результата. Есть разные люди с разной компетенцией. И что в какой-то маленький кусочки момент нам надо забыть немножко я и думать о мы. И это порог всех команд, где я становлюсь важнее мы. А вы мне спрашиваете, Фабрис, и личной жизни. Потому что это любимый мозг бегает первый туда. Потому что когда я так говорю, я думаю, что живот пусть. А что такое личная жизнь? Личная жизнь – это твоя жизнь. Она включает работу, дома,
досуг. Это одна личность, или у вас разные личности. У вас есть некоторые, которые разные личности, но есть такой психиатр, он не поможет. Но те, которые одну личность, как я, есть одну личную жизнь. И в ней включает моя работа, в ней включает мои семья, в ней включает моих детей, мои друзья, на время досуг. И все в куче. То не важно, где твоя личная жизнь находится, у тебя есть выбор всегда, жить или выжить. И ебать. Иногда, чтобы жить, чтобы максимум от этого момента взять себя, тебе надо быть дисциплинированным. Тебе надо стараться. Дисциплина — это ничего больше, чем стараться чуть больше. Дать следующий шаг. Дать такой шаг, который не хочется сейчас. Но даже мои уме Брюс Ли со мной согласен. Он же говорит, что дисциплина — это не ограничение свободы. Это отсечение всего личного. И это то, что есть. Потому что, совсем нельзя за факт, что он меня кумир, но просто это человек, который хотел, переехал, делал, создал что-то новое, изменил мир, и есть до и после. В какой-то области. Я тоже работаю в какой-то области, вы тоже работаете в какой-то области. Есть великие изменения, есть маленькие изменения. Ну, не изменяем. Внедряют, говорит Игорь, внедряли там пятерочки программы лояльности. Это маленькие изменения. Маленькие изменения. И у нас большинство аудитории пятерочки — это пожилые людей. Понимаете, сколько добрые бабушки, дедушки с этого момента ходят со своими картами в магазин. Считают баллы. Это есть изменение в жизни или нет? И у вас говорит нет. Ваш просто говорит нет. Но для них это дополнительное движение. В этот момент вы изменили что-то. Если будем думать о каждой вещи, которую вы делаете, это и есть прелесть где-то идти. В каждый шаг мы изменим мир. В то, что мы внедряем. Можем изменить мир. Люди, которые в офисе живут, можем изменить свой мир, можем изменить мир наших покупателей, которые 1 миллион. 3 миллиона человек к нам каждый день. И мы можем чуть-чуть, вот копейка отдвинуть этот мир. Это в наших руках. Не все. Ну, в ваших руках. Меньше, чем в моих. Борис, ну, как это все делать? Ну, конечно, есть свой метод. Он знакомый вам? Хороший, могу его воспользоваться с вами. Первый раз посмотрим. Я много систем не так запустил. Вы тоже, я уверен. Хотя я страдаю от этого до сих пор. Каждый наш релиз немножко по бразильской системе. А вы думаете, кто-то вы так близко к нам, да? Ну, как? У меня сколько релиз в год? Они все по бразильской системе работают. Получилось от меня, отвечаем, не получилось. Все такие стресс. Каждый выходные запускается релиз, стресс. Завтра, кстати, бразильская система. Но ведь мы хотим так жить всегда, правда? Мы не хотим иметь такой стиль действия. Конечно, рисковать хорошо. Самые развитые люди в мире, которые сами развивали, это люди, которые принимали риск. И когда я буду вам рекламировать, что риск — это плохо. И поэтому создали что-то, которое называется анализ риска.
Потому что вы должны всегда подумать, что от этого может уйти. Иногда может поправить систему, иногда нет. Зависит от какой потери. В этом случае нельзя было. Но в нашем случае есть одни маленькие детали, которые очень поможет избежать отразительной системы. Дисциплина. Почему? Потому что такое запускная система? Что такое изменение? Это один коллектив, который работает вместе, чтобы достичь одну цель. В этом цели есть пути к цели. И не всегда все достаточно внимательно выполняют свои шаги, свои кусочки. Это достижение. И много из вас сейчас думали, почти всегда это не я. Но много из вас даже, наверное, думали, кто обычно пропускает свои шаги. Пальцы показать не надо. Но я сочувствую, когда так и думаю. Потому что на самом деле для бизнеса это есть наше все. Для пользователя, для клиента это есть наше все. Потому что говорим о изменить мир. Чей мир? Мир людей. Важно, конечно, не мир животных тоже. Но в основном людей. Это наши пользователи, это наш покупатель. И мы в этот момент делаем его хуже. Просто потому что мы не делаем то, что надо было сделать. В детстве мой папа всегда мне говорил, сначала делать то, твои обязательства, потом досуг. Это, конечно, для ребенка такой летающий. А когда ты понимаешь, насколько дисциплина требуется, и что это тебе даст в результат. Доброе утро. Добрый пожаловать, не эксперт. Когда ты понимаешь, насколько дисциплина это требует, вы увидите, что жизнь так... Мы иногда смотрим человека, как жизнь легко его дается, да? А мы же не знаем все, что там произошло. Мы же не живем рядом все время. Эта женщина, тогда, мы не знаем, сколько тяжело и работать, и за семья заботиться, и за ребенок заботиться. Когда это мужчина, то есть своя семья, то есть своя жизнь, то есть свое дело. И он это все делал, кроме того, что он делал вокруг. И, конечно, это требует дисциплины. Потому что недавно я получил один видео от моей старшей дочери, ей 23, наверное, ваш возраст, вот из вас, я чуть-чуть моложе. Но просто я был папа, когда мне было 10. И там Бразилия, так, джунгли. И она мне отправила видео такое, на которое говорил, наше поколение другая. Мы не хотим идти в офис. Не хотим работать на пляже в Бали. Не хотим плавать с акулой в Южной Африке. Я думаю, кто там платит? Это же не бесплатно. А как же ты будешь работать на пляже в Бали? Согласны? Отличный будет идти. Если сколько знакомых живет на пляже, там сайт работает. IT, конечно, способны жить на пляже. Но вначале ты должен учить, ты должен работать. Как делать так, чтобы люди знали, кто ты.
Надо быть дисциплинирован, чтобы построить. А потом делай, как ты хочешь. И тогда в этот момент этот период на пляже будет короткий. Это вы будете понимать, когда ты живешь без цели, ты выживаешь, ты не живешь. Конечно, в этот момент все думают, что я не прав. Может и так, может я не прав. Ну как-то, я познакомил много людей в этом мои 30 лет жизни. И я не видел другой случай никогда. Всегда, когда накопался, всегда, когда я пытался такому, потому что меня спрашивают, какой твою любимую книжку? Знаете, это люди. Я люблю читать люди. Они дают мне все эмоции. Расстройство, слез, боль, картинка рисует. Они разнообразны. Единственное, могу говорить, что иногда их тащить с собой. Иногда надо. Но ты можешь читать их на ходу, ты можешь читать их удаленно. И каждый есть одну историю, каждый есть одно поведение. И каждый поможет мне понять людей, потому что мы работаем с людьми. Долго я не хотел работать как руководитель, потому что я думаю, что я недостаточно книжку читал. Люди. Мне предлагали в нужность работать в IT, в компании, просто где-то предлагают быть руководителем. Я не хотел. Потому что управлять людей требует не только дисциплина, которая у меня всегда была, но еще и много знаний о людях. О людях. И у меня не было достаточно. Достаточно никогда не будет, честно говоря. Потому что, как бабушка говорит, ты умираешь, но ты все не увидишь. И врать, сколько лет ты живешь. Но одну вещь я вам говорю. Берите, если хочет, не берите, дойди ко мне в кабинет, потом поговорим. Шучу. Ты за нее хочешь. Дисциплина поможет вам и поможет нам. Потому что я и так знаю, что у нас самые сильные люди в IT, в России и в мире. Ну, индивидуально мало чего не может достичь, честно говоря. Я хочу быть самой сильной командой, самой сильной IT-компанией мира, которые мы и так уже самые лидеры на рынке в России. X5. Я хочу, чтобы люди завидовали вас, насколько у вас сильная команда. Я хочу, чтобы вы всегда похвастались тому, что вы создали благодаря этому команду. Но это невозможно без дисциплины. Это тяжело понять, я знаю, но невозможно. И несколько советов, как развивать в себе дисциплину. Занимайтесь спортом и не двигайтесь. Почему? Это хороший способ развивать в себе практику дисциплины. Это же правда. Ничего тяжелее, чем заставлять себя двигаться. Да? Начиная с того, что как тяжело вставать утром. То есть, когда ты двигаешься, ты поможешь себя чувствовать бодрее. Ты не в одной не дисциплины. Для дисциплины требуется дополнительная сила. Так что для этого требуется, чтобы ты чувствовал себя хорошо. Чтобы чувствовать себя хорошо, нужно быть бодрым. И спорт, и движение будет бодрить вас. Любой.
ты будешь чувствовать себя хорошо, ты будешь дышать хорошо, ты двигаться лучше, ты спишь лучше, потому что ты больше устал. Не важно какой вид спорта, совсем не важно. Но возьми в себе привычку, двигаться. Вставай там, женщина, проседай там 60 раз. Вы мне потом благодарите, когда у вас будет 60 лет. Женщина знает, о чем я говорю. Ничего тяжелого. Вставал, вот кровать, вставал, вот 60 раз, пошли в душ. Достаточно. Мужчина вот отжимает 15 раз. Вот с кровати пол на полу, 15 раз. 15 раз. И себе умеешь начинать с коленку, никому не говори. Красиво выглядит. Но делать 15. Потому что только важно мышцы двигать, важно сердце двигать. Важно, чтобы сердце бегало. Поэтому делать 15. А потом завтра уже будет еще и 15. А если потом еще и хоть вес добавлять, то 60 раз достаточно каждый день, потом 100, начинает трактор, смотришь в зеркало, там вот, уже далеко от коленок, очень хорошо. Вот. Дальше. Постоянно менять привычку. Это, честно говоря, секрет, это я пойду для себя. Ты должен держать дисциплину в тонус. То есть нет сколько вещей, которые ты делаешь. Даже если ты... Мне звонят? Даже если ты начинаешь делать через силу, иногда они становятся привычку. И тогда тебе уже не требует тогда дисциплины. Ты уже идет на автомат. И ты можешь терять привычку. Чтобы терять привычку, меняй маленькую привычку. Например, возьми одну неделю, будь есть по-другому, с ложкой. Ну, например. Если я пью пиво, на этой неделе я буду пить печево. Возьми, попробуй взять вес недели и есть одну и ту же. Не важно что. Ваш шоколад. Одну и ту же. Вес недели. Это тоже не привычка. То есть третий день ты уже не хочешь. Ты хочешь что-то новое. Не важно что, я гарантирую вас. То есть даже не говорю, я в несколько недель кушал Биг Мак, он поменял сэндвич. Ни одной и той же. Это тоже не привычка. Попробуй делать все с левыми руками. Не писать, это тяжело. Ну, взять вещей, концентрировать. Вот, право пошел, но нет, возьми левый. И все это не тренирует ваш мозг. Постоянно, видите, когда тебе нужно какое-то правило обеспечить, соблюдать, которые вообще в обычной жизни вы не соблюдали бы, вы уже начинаете соблюдать. Это правда полезно даже для вашей жизни, потому что создает разнообразие. И для себя не скучно. Потому что смотреть на себя мне всегда немножко скучно. Поэтому люди делают сумасшедшие вещи иногда, потому что они чувствуют себе скучно. Но ты будешь каждый день экстрим такой, маленький. Но это поможет. Следите за тем, что вы потребляете. Но следите. Я говорю, следите, это не то, что когда ты куришь, ты смотришь на сигареты. Я здесь не просто так Зоя же рекламирует. Да. Нет, не рекламирует. А я хочу сказать, что когда у вас есть, когда ты бодрый, так же и как спорт, когда ты кушаешь какую-то пищу, которая тяжелая, тебе будет сонный. Никакого дисциплины не будет. Ты не будешь выполнять ничего, которое. Ты не будешь иметь дополнительную силу, чтобы ничего делать, если ты кушаешь что-то. Когда ты выплываешь серьезно, много, в следующий день голова тяжелая, да, по-разному бывает, с возрастом хуже становится. Так тяжело, но все равно ты на что спросил. И все равно это поможет найти правильную, потому что почему ты не будешь выполнять это шаг дисциплины в твоей жизни.
Так что, я говорю, делай, что хочешь. Но смотри, как это влияет на твои дисциплины и когда это делать. Я тоже человек, который только здоровая еда, пищу ем, не курю, спортом каждый день занимаюсь, я только 6 дней в неделю, но я тоже пытаюсь отпуска, тоже выпиваю, но я пытаюсь играть с моментом. Я пытаюсь посмотреть в целом. То, что я прошу вас смотреть дисциплины, то, что я прошу вас смотреть, когда вы проект внедряете, то, что вас смотреть, когда вы инциденты решаете, в любой случае, посмотреть в целом. Это поможет. Вместо того, что я пью сегодня, а что мне завтра? То стоит ли мне пить сегодня? Может, я завтра пью? Так. Потому что дней будет много, жизнь длинная. Для некоторых из вас короче, чем для меня, некоторые длиннее, но она длинная. Или можешь иногда завтра делать? Я знаю, что есть такое. Делай сейчас, живи сейчас. Как люди это употребляют немножко. Когда. Если очень хочется, можно. Можно, конечно. Вы любите это, если очень хочется, то можно. Но посмотри, какой твой следующий шаг. И как этот шаг влияет на следующий. Это тоже дисциплина. Делать так для всего в жизни. И больше всего, сейчас такое паразитное слово буду вам приклеить. Спроси себе зачем. Всегда. Конечно, можешь найти какой-то красивый ответ. Всегда, не только когда ты потребляешь что-то, или ты кушаешь что-то. Просто себе, зачем я это делаю сейчас? По-настоящему. Зачем я буду это делать? Начинать. Играть с собой только играть. Он веселый. Он поможет вам в жизни в целом. И поможет дисциплине. И ты идешь к какой-то цели, и ты будешь нарушать твои цели, и ты спрашиваешь, зачем, правда, зачем? Зачем мне это надо сейчас? Это дает мне то, что я хочу. Я знаю почему, я знаю, что я делаю, я даже знаю, как делать, но зачем я это делаю? Делай сначала то, что мне неприятно. Такой, некоторые люди, которые вовлечены, все-таки читать литературу, здесь есть такой теория лягушки. Съесть сначала лягушку. То, что сначала надо съесть цыплят. Это отличный подход к дисциплине. Это противоположно прокрастинации. Некоторые из вас слышат, как говорит слово прокрастинация. У нас, наверное, куча прокрастинаторов здесь у нас. Это, внутри вы знаете, о чем я говорю. Но, короче, привычка поменять. Меняем, давай эту привычку прокрастинации. Ну не надо навсегда. Иногда можно. Ну, когда есть какой-то задача, кто не хочет делать, делай сразу. Избавься от этого. Не держи. И на работе мне это очень много дел, потому что у нас очень много задач, и все из вас, те, которые неприятно занимаются, не будут. И начинаем заниматься все другое. Нет, займи это правильно, потому что первый, потому что потом она придет к тебе. И она придет тяжелее, она придет с ругательством. И тогда тебе надо включить самые мощные оружия человечества. Оправдание. Я говорю, потому что я не люблю, чтобы оправдывались, потому что мне воображение хорошее, я сам придумал, почему что-то не был сделан. И причина, почему она не была сделана, на самом деле не важна, потому что я не был сделан, ладно? Но мы любим оправдать. Один раз я читал курс про,
неврология и коммуникация через телепатию, прочее. И там доказали, что ты убеждаешь человека на эмоциональный уровень. То, что ты говоришь после этого, это только чтобы чувствовать себя хорошо с собой. Либо ты убеждал, либо ты не убеждал. Поэтому тоже наводит дисциплину. Всегда очень хочется ругаться, хамить прямо на твои коллеги. Думаем, что если ты хочешь по-настоящему убеждать человека, ты не будешь. Ты будешь максимум пугаться, но убеждать не будешь. Потому что человек в жизни тебя не слышит ничего. Когда ты будешь вступать, когда ты будешь в какой-то месте, и ты видишь, что настроение уже не туда пошло, прекрати. То есть никто не будет. Делаем сначала то, что неприятно. Поэтому я начал с этого разговора. То есть она более меня все даст, и мне надо было, чтобы вы были бодры, когда об этом говорили. Потому что я верю. И очень хочу, чтобы хотя бы 30% от вас верили со мной. Что это, если это будет нас объединять, это пути к успеху. Я недавно слышал мои тренеры, ну, спросили, говоришь, дисциплина. Я сам не дисциплинированный человек, который я знаю вообще. Не знаю, что ты говоришь? Ты участвуешь в соревнованиях по бодибилдингу. Ты голодаешь 3 недели. Ты вставаешь в 5 утра каждый день, чтобы на метро, чтобы приходить сюда мне тренироваться. Как такой человек мне тренирует? Ну, я всегда сонный, поэтому ты дисциплинированный. Я всегда это не хочу делать, поэтому ты дисциплинированный. Ведь иногда даже сами люди не понимают. Я всегда это делаю расстроен. Я, то есть, тогда не понимаю, зачем ты это делаешь, ну, в случае там бодибилдинга. Ну, зачем ты это делаешь? Спроси себя. Иногда вот ты хочешь что-то достигнуть, поэтому ты это делаешь. Если не хочешь ничего достигнуть, ну, тогда не знаю, сколько пищали и спросили. Научиться прощать по-настоящему. Что это значит? Единственное, ты можешь прощать себя. И очень себе обвиняем. Не любим такое самобичевание, да? И она мешает дисциплину. Потому что, ну, бедный, я не могу. Ну, я еще раз профокат. Да? Ну, я обещал, что буду диету, ну, вот еще раз торт я съем. Вот, а вообще, я не буду это больше заниматься. И это настроение, она мучает, и она убивает вас. Я обратно к спорту говорю, возвращаюсь. Единственное, игра в баскетбол, и тренер мне говорит одну вещь, которая никогда не, ну, до этого не подумал, вот и на свет. Когда ты кидаешь мячом, она не попадет. Но у тебя нет времени делать так. Потому что они уже побежали с мячом. Так что не надо расстраиваться за то, что не было сделано. За то, что ты профокапил сейчас. Потому что следующий, ты потеряешь следующий час, и у тебя дольше времени к следующий час. Так что прощайся быстрее. Прощайся быстрее, потому что процесс самобичевания, он будет мучить вас, он будет мешать вас достичь вашей цели, он будет мешать вас быть дисциплинированным. Да, мы все ошибаемся. И что? Давай исправим. Но как дольше мы будем оправдать эту ошибку себя, оправдать эту ошибку другими, оправдать эту ошибку руководителей, меньше времени будем тратить на то, чтобы найти корень проблемы, на то, чтобы решить проблему. Потому что мы заняты с этим мучением. Быть благодарным. Я говорю, если ты что-то говоришь спасибо, все. Ну, смотри как. Мы очень любим все, что плохо, да? К нам тянет плохое. Но мы никогда не благодарим ничего хорошего, что у нас есть. Я не понял, почему дети болеют.
рак убить. Ну, не казите, не все благодарность, что судите здоров. Не благодарность, не здоров. Это чувство благодарности, это не кому-то говорит. Это чувство дает тебе силы, это чувство дает тебе желание делать. И здесь я не говорю, что надо благодарить Бога, я не о религии говорю. Это чувство благодарности. Как хорошо, что это так. Тебе не надо всегда быть благодарным кому. Кого, не знаю, как правильно говорить. Но тебе надо быть благодарным. Что тебе свобода, что тебе мозг здоровый, сидел, пошел. Но мы слишком много времени тратим на того, что, ну, как все ужасно мне в жизни, ужасно. Дорогой, ты ходишь, ты здоровый. А то у меня там девушка просто, ну и что, смотри, сколько вокруг. Мужик, козел, ну, катайся на нем, что. И что? Все хорошее солнце, наш год. Я не весь неделю переживал того, что вот будет солнце или нет. Но я сегодня утром такое чувство радости того, что подарили нам такое солнце сегодня. Что такой красивый день нам подарили. Праздновать даже маленькие победы. Это важный момент. Недавно я пообщался с одним руководителем компании. А их говорит, кто? Ну, он мне говорил, вообще не могу, я никогда не доволен, я никогда не радуюсь, я вообще никогда не доволен. Грустно, конечно, как-то прям грустно. Мне стало грустно вообще, глубиной души грустно. А что, ты тоже так всегда хочешь больше? Подожди, я тоже хочу всегда больше, конечно. То бы я еще корову таскал там в горе, где я родился. Я не хотел больше. Но каждый шаг, который я достигнул, я отмечаю. В разный способ. Я радуюсь этой победе. То есть я радуюсь, как ребенок, который делал рисунок, 5-летний ребенок пришел к маме, показывал, мама, смотри, какой красивый рисунок я делал. То есть это круто. Я хотел, я делал. Хочу больше, хочу. Но это я сделал. Давай, момент, паузу. На паузу поставлю. Давай отмечаем. Это момент. Это мешало мне очень много, что я никогда не взял эту паузу, чтобы отмечать это маленький победы. Это момент здесь. Огромные победы наши. Я очень рад. Когда я писал вам, что обязательно приеду, мне жалко тех, кто не приехали. И почему я сказал обязательно? Потому что я хотел, чтобы вы приехали и видели, потому что мы стараемся, мы хотим это для вас. В отличие от других, это не дело в хобби, это дело в будни, это дороже, что важно, вы здесь были. Потому что мы хотели, чтобы вы поняли, что стоит дисциплинированно идти к цели. И то мы понимаем, мы получаем такой праздник, как сегодня. У нас очень много чего впереди. Но никогда не дожидается того самого момента. Никогда. Он не будет. Ну, я жду так. Есть такие люди, я их классифицирую как проектеры. Это такие люди, которые всегда есть какая-то крутая идея, но по какой-то неудаче в жизни не достигнется. Но он еще ждет того же момента, когда это появится. И этот человек, который не выходит из дома каждый день работать, потому что он там со своими идеями, он ждет. И в жизни вокруг все отваливается. Но он ждет того же момента.
И он иногда встречает того же Поярского, он его в гроб встречает. Потому что того же момента нет. И даже люди, которые со стороны думают, что был того же момента, не было. То есть человек работал для этого. Так что давайте, чтобы, говорят, пап, делать то, что вы говорили, или со словом, по-русски, я хочу предлагать вам такое разрушение. Я это же говорю один раз, и сейчас повторяю. Доброе утро, добрый пожалуйста. Без вас будет скучно. Добрый пожалуйста. Давай аплодисмент, пожалуйста. Я говорю, что дух IT должен быть желание разрушить. Ты должен хотеть разрушать все время. Потому что ты не создаешь чего нового, или ты не разрушаешь то, что уже существует. И наша задача создать новое. Наша задача создать то, что никого не видит, никто не видел никогда. Наша задача это объединять слово, это объединять класс, это объединять запчасти, это объединять то угодно, чтобы создать новое. Но нам надо разрушать. И даже создание порядок – это разрушение хаоса. И это, конечно, ломает стереотип немножко, но как мы будем ломать и разрушить этот хаос и этот стереотип, который есть? Будем маленький компромисс с вами сегодня. Хочу просить. Мы будем начать воспринимать изменения как возможность. Да, изменился, да, компания изменилась, да, руководство изменилось, да, коллеги изменились. Система другой. Это же плохо, не айтишник. IT, который не любит изменения, извини, дорогой, ты не в тот адрес. Не отвечай за изменения, мы живем изменения. Это есть наш истинный. Так что все, что изменится вокруг, это круто, это новое. Люди новые появятся, новую книжку. Вот. Давай будем читать. Когда вы на работе, давай будем читать и понять, и можем поменять что-то. Мы будем относиться к срокам как форму уважения коллег. Когда мы не выполняем срок, мы отсутствуем уважение с кучей людей. Вы бы ваша мама не побили вас по попу. За такой недоуважение. Не надо, Наташа, это не совет. За это можно арестовать. Или за домогательство. Ну, почему? Потому что у нас есть коллега, который ждет, который зависит от этого. Бизнес нужен, чтобы работал. Тестировщики нужны, чтобы тестировать. Программисты нужны, чтобы начать программировать. Так что каждый кусочек от процесса в магазине сидит создан, что-то не работает. Тысячи людей страдают. А я получаю понедельник решение. Тысячи, миллион людей страдают. А могу говорить, что этот человек уважает кто-то, кроме себя. И в моем случае даже себя нужно уважать. Так что давайте относим к сроку как уважение к это невидимый человек. Может быть, даже его не знаю. Но ты знаешь, когда твой срок. Мне просто беспокоит. Я не понимаю, как человек начинает какую-то задачу, он должен закончить сегодня. Закрой компьютер, идет домой. Вот мое время. Как? Мы будем любить нашу работу. Мы должны любить нашу работу. Если ты сидишь на работе только ради заработка конца месяца, это очень грустно. И видно на ту команду тоже сделать. Потому что вы ответите за то, что приручили. И у нас... Чтобы я не забыл, что я ответил за то, что приручили. Но почему? Вам подарили. Вы должен этого защищать. И какой наша задача? Защищать наш бизнес. Мы будем еще дольше об этом говорить. Защищать систему, но система это просто наше оружие, понимаете?
как огромной армии какой-то, который сам, наше оружие какое-то, система, это проект, это как мы защищаем бизнес, как мы воеваем дальше. Каждый свои активности. Но приручили нас, бизнес, потому что бизнес сидит на нас. На наше оружие. И помни, что ваша свобода закончится, где начинается другим. Моя бабушка любила эту фразу всегда. Потому что ради нашей свободы мы потеряем себя немножко. И думаем, что мы без границ. Так что напомню, что все здесь свободны. Но и каждый свои границы. Так что пытайтесь понять, что когда ты будешь что-то делать, которое ты думаешь, что ты можешь делать, потому что ты свободен, ты отвечаешь за себя. Посмотри, насколько это мешает свободу других. Один раз был в такой ситуации смешной, я был в ресторан, что с моей бывшей женой, мой маленький ребенок бегал в ресторан. А я ругаюсь на него, он бегает. Я позабыл, остальное бегает. Ко мне подойдет человек. Глядите, все хорошо. Все хорошо. Вы наслаждаетесь? Ну, потому что человек работает в ресторане. Да. Но я нет, потому что я ребенок из мешает, я изучаю. Знаешь, я же не знал, где положить его. Ну, это просто хороший пример, как иногда, ну, к сожалению, этот человек не жив, я не могу привести его сюда, чтобы это объяснить, показать ему. Но это пример, как мы иногда немножко не меряем. Даже я, который питаюсь очень всегда, бывает, поскольку иногда я могу все, давай. Есть другие люди, давай. Будем помнить о других. Есть специальное место, да, чтобы быть. Я должен быть в ресторане вечером, где все идут там, с ребенком бегать. Ну, если специальный ресторан, без для детей. Ну, или сажать его на кресло и держать его там. Это люди для этого пошли. Будем завтра лучше, чем сегодня. Но сегодня мы уже лучше, чем вчера. Пытается себе доставить какой-то цели, что завтра будешь делать, то на шишки маленькие давай. Будет лучше, чем сегодня. И вы будете увидеть, что твоя работа, твой недостаток, что ты не доделаешь, так лучше. Что ты не доделаешь, и вы будете знать, что ты можешь получить в себя. Давай будем любить. Это хороший день по другим причинам, но он тоже хороший день. В понедельник я делал особые вещи. Я на работу вступаю. Воскресенье, суббота, каждый день есть свои. И как я говорю раньше, мы будем благодарны, посмотрим, что есть тут в этом. Это не совсем так плохо. Не все так плохо, я гарантирую. И сейчас я дам вам одну, это прямо из моих сокровища совет. Говорят, что совет был хороший, мы не дали, мы продали. Но это хороший, верь мне. Создать себе привычку, приходи домой и восхищаться, что ты делал на этот день. А не жаловаться. Найди что-то. Потому что, знаешь, если ты один живешь, ты поменяй свои настроения в окружающих. Когда ты смотришь в зеркало и говоришь, вот как круто. Если ты семья живешь, это какое счастье будем подарить. Вот восхищаешь, что ты делаешь. Вот как хорошо, что это папа, мама, вот как хорошо, воспитание хорошо, на правильном пути, вот. И ты жалуешься, бедный несчастный. Я знаю, что люди говорят такой привычку, чтобы их жалели. Но зачем? Не думаю, что от этого не получается, мы не получим ничего. А кто же хочет быть бедным и счастлив? Вы же бедным и счастливым.
то что лучше. А гордиться давай. Есть что гордиться, всегда есть. Старайся, найди. А то, что каждый раз пошел в туалет и помой руку. Отца. Что угодно, но вы найдете. Есть, вы создаете что-то новое, вы программируете, вы создаете документ, вы меняете бизнес, вы занимаетесь бизнесом, вы учите что-то новое каждый день. Для людей, которые работают в IT, говорят, наша работа это школа. Ты каждый день учишь что-то новое, учишь что-то с бизнесом, учишь по отношению к людьми каждый день. И правда, сейчас последнее, но важнейшее все для тех, которые с детьми дома. Вы передаете, что такое работа ваших детей. И вы воспитываете детей не для себя, вы воспитываете для мира. Хотят вы в этом верить или нет. Будь рядом с сигаретой, это не ваша вина. Мы не выбираем, когда мы умеряем. Но нам надо гарантировать, что наши дети будут жить хорошо, когда у нас нет. И один из способов хорошо, это того, что он смотрел на реализацию и хотел реализовать. А когда они маленькие, еще хуже. Когда они малолетние, тоже нехорошо. Езжай домой, хочет что-то жаловаться, спрятай себе в туалет. Но никогда не жалуйся на работу перед детьми. Говори хороший, восхищайся. Дай им вот это звездочки, чтобы они хотели. Свои. Я тоже хочу так себя чувствовать. Потому что это моя мама, это моего папы. Они так себя чувствуют, я тоже хочу так себя чувствовать. Так дети начинают болеть за команду. Футбол, хоккей, не важно, потому что видите, как папа там концентрация, когда он еще ничего не понимает. Так что делать это упражнение. Ты есть маленький дома, приходи домой, смотри. Всегда себе слушай. Ну, упражняй дисциплину. Не жалуйся, хотя бы перед ними. Види ответственность за следующее поколение. Не создай поколение люди, которые жалуются. Создай поколение люди, которые хотят быть счастливы, хотят получить вот это. Я знаю, что тяжело. Но всегда очень аккуратно, по любой разговор с ними говорить. И сложно объяснить, что такое. Моей дочери, она американка, сейчас живет. Не думает, что я шпион, я бегу в Россию, другие думают, что она наркобарон. Ну да ладно, твой папа бразилец, IT занимается, ладно. Он там шпион какой-то, раз, ну, американец. В Бразилии дети думают, что я хакер. Они совсем не правы. Но, ребята, давайте будем воспринимать мнение как возможность, относиться к сроку как уважение коллег. Это очень важно. В ответ за то, что приручили, бизнес нас приручили. Помните, что ваша работа заканчивается, правда? Пожалуйста, смотри на другие люди, коллега, незнакомые. Смотри в окружающих. Ты будешь дать больше. Дать это всегда лучше, чем забрать. Когда ты забираешь, ты же не знаешь, что ты забираешь. Может быть, тебе тяжело. Будем завтра учить сегодня. Маленькое упражнение менять привычку. Любить все дни недели, по любой причине, каждый день есть одну причину. Я уверяю вас. Даже если все пошел не туда, куда вы хотели, найдите. И приходи домой, ребят. Твое отношение ко всему будет менять. Свидание. Возвращай. Твое отношение ко всему будет менять. Уверяю вас. Потому что это упражнение найдет мозг. Это упражнение для изменения подсознания. Подсознание – это операционная система ваша. Он формируется до 5 лет, и он практически не изменит всегда. Это все, что ты делаешь, незаметно.
что там заложено. Вы же умные люди, потом погуглите, и вы увидите, что там все хорошо, потому что наше время уже закончил. Нас сейчас пора идти к следующей части программы. Я хочу вас благодарить за этот первый час. Спасибо, что пришли. Спасибо за внимание. Давайте будем сильно продолжать наша привычка. И сейчас мы начинаем. Я еще не отойду от вас. Лена, что у нас сейчас? Сейчас. Так, у меня дрожит голос.